Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Ender.io. И сегодня, как я и обещал, я покажу механизмы из этого мода, самые полезные, которые мне нравятся. В первую очередь это ферма. Вот у меня здесь две фермы стоят, фермерская станция. Здесь вот одна и вторая сверху. Сверху я тоже покажу. Сверху у меня ферма деревьев, то есть дуб добывают, и саженцы с яблоками. Здесь у меня, соответственно, вот, например, пшеница, кактусы. Вот. Значит, принцип действия простой. Мы вот этой ферме передаем энергию. Вот я ее передаю с помощью труб, энергетических труб края из мода Ender.io. В предыдущем видео про них рассказывал. Далее я сюда с помощью уже мода Applied Energetics и шины экспорта передаю такие вот топор и мотыга железные. Они необходимы для функционирования этого механизма. Значит, энергия, вот эти вот предметы. Ну и, соответственно, то, что мы собираемся выращивать. Здесь вот у меня вот эти вот разделяются по таким вот квадратам. Точнее, наверное, даже сказать прямоугольникам. Такие вот участки. То есть на 3 участках у меня вот пшеница растет. На одном участке у меня кактусы. Соответственно, мы сюда их передаем, когда пшеница будет вырастать и автоматически срезаться с помощью мотыги. Соответственно, часть семян будет возвращаться, когда у нас слот полностью заполнен, они будут попадать вот в этот слот. Вот как видите, сюда они сейчас попадают. Вот, а дальше из этих слотов мы продукцию уже можем откачивать. Например, ну здесь я пользуюсь трубами из мода Ender.io. Кстати, обращаю внимание, у меня в одной ячейке сразу в одном блоке и энергетические трубы, и предметные. Это очень удобно, что их можно совмещать, собственно, в одном блоке. Вот у меня сюда поступает продукция с помощью этих труб предметных, и дальше я уже откачиваю в моей системе. Здесь еще есть два слота для удобрений, то есть можно либо костную муку, либо какие-нибудь другие удобрения использовать, которые совместимы, соответственно, с этими вот культурами. Так, что еще здесь не рассказал? Да, еще важный момент. Смотрите, в механизмах можно использовать такие вот конденсаторы. Их всего 3 вида. Там основной конденсатор и, соответственно, улучшение. Так, сейчас попробую здесь показать. Вот они. То есть вот основной конденсатор, двухслойный и 8-слойный. Вот. Соответственно, каждый из другого крафтится с использованием там дополнительных каких-то элементов. Ну и смысл их в том, что вот эти конденсаторы, они как-то улучшают механизмы. То есть либо улучшают там, либо как-то там, не знаю, увеличивают скорость, там, радиус механизма. В данном случае, вот если мы вставляем сюда самый мощный конденсатор, у нас увеличивается радиус. Вот это максимальный радиус. Вот. Плюс к тому, если не ошибаюсь, здесь еще емкость увеличивается, вот это самого, энергия, энергия РФ. Вот. В принципе, все, Давайте еще покажу, наверное, как выглядит у меня ферма дуба. Вот она у меня сверху тоже такая вот площадь. И все то же самое здесь вот. Топор, мотыгу передаю. Ну, на самом деле здесь, наверное, хотя не знаю, мотыга здесь нужна или нет. Ну, я просто передаю и все. Если, кстати, сюда еще передавать ножницы, то вы можете еще получать листву, если вам это нужно. Мне, например, не особо это необходимо. Ну, здесь принцип то же самое. Вот. Соответственно, саженцы сюда подаем, а сюда уже продукция идет. То есть, либо если саженцы сюда не помещается, сюда попадают, дальше уже можно откачивать. Сюда же передается дуб, и еще яблоки могут выпадать. Вот у меня энергия здесь. Вот сколько она расходуется, потом заполняется. Все. Вот такая классная штука, эта ферма. С помощью нее можно много чего на самом деле выращивать, там, в том числе, например, какой-нибудь адский нарост и так далее. Вот. Но я активно еще использую фермы из мода Industrial Craft. Вот, в принципе, практически все из этого мода, все вот эти вот культуры можно также с помощью вот этой фермы выращивать. Тут уже на ваше усмотрение. Дальше механизмы полезные. Так, это, наверное, давайте здесь обязательно это завод сплавов. Он, собственно, большинство предметов из этого мода производит. Например, те же какие-нибудь слитки,
Вот здесь вот куча слитков в этом моде появляется. Где они тут? Вот они. И практически все они производятся в заводе сплавов. Вот. Раз, раз, вот. Вот, соответственно, слитки из этого мода. Это просто, по сути, они являются элементами для крафта. Вот, Саулари, темная сталь, пульсирующее железо, проводящие и так далее. Ну, из некоторых слитков можно какую-нибудь, например, броню сделать. Вот темный шлем, например, вот, скрафтить. Какая-то еще здесь броня была. Ну да, темная, например. Вот. Завод сплавов, то есть, ну, он служит в основном для вот переплавки вот этих вот различных слитков. Дальше есть в этом моде свой дробитель, достаточно интересный. Сюда, кстати, если ставить некоторые катализаторы, там можно посмотреть в крафтах, он может увеличивать выход каких-то дополнительных предметов. Тоже рекомендую это рассмотреть. Вот, также здесь видим, да, можно вставлять конденсатор. Ну, здесь он в основном служит для того, чтобы ускорять производство. Потому что работают эти механизмы не очень быстро, к сожалению, даже с конденсаторами. Поэтому видите, как здесь я вот, например, использую два завода сплавов. Вот, чтобы крафтить предметы из этого мода. Дальше очень полезный, очень прикольный механизм. Это покрасочный механизм. Мы можем взять какой-нибудь блок и что-нибудь покрасить. Например, фасад. Вот, сделать фасад. А потом, например, этот фасад нацепить на трубы. Кроме того, можно, например, я как-то крафтил здесь покрашенный светящийся камень, например, да, то есть мы можем, например, сейчас попробуем, если у меня есть какой-нибудь светящийся камень, давайте попробуем крафтить. Так, вот у меня светящийся камень, так, и, например, его мы можем покрасить, превратить его в кварцевый блок по текстуре, вот, пожалуйста, очень прикольно. Также там можно забор, ступеньки, там нажимные плиты так крафтить, то есть некоторые предметы из ванильного Майнкрафта. Вот светящийся камень, пожалуйста. То есть он также вот светится, но при этом у него текстурка, например, какого-нибудь там кварца. Очень прикольная штука. Ну, особенно актуально это использовать для покраски, например, фасадов и потом скрывать трубы под фасадами для эстетики. Так. Дальше предметы это, значит, отрубатель и скрещиватель и связыватель душ. Ну, отрубатель и скрещиватель, ну, он просто нужен для, соответственно, некоторых крафтов из этого мода. Вот. То есть он тупо для этого. Здесь необходимо ножницы и топор использовать. Вот. Я их подаю с помощью шины экспорта из мода Applied Energetics. И также можно автоматизировать здесь крафты. То есть, например, здесь, если не ошибаюсь, у меня вот зомби-контроллер производится. А зомби-контроллер также необходим там для некоторых крафтов. Ну вот, пожалуйста. Так, вот эта штука гораздо более интересная. Здесь в этом моде добавляются такие вот флакончики для душ. Так, флаконы у нас производятся и с помощью расплавленного кварца и саулари из этого мода. То есть это все делается в этом моде. Вот саулари тоже в заводе сплавов можно делать. И крафтятся такие вот флаконы для душ. Зачем это нужно? А мы можем, например, взять и какого-нибудь моба сюда в баночку, вот этот флакон собрать. Вот у меня здесь есть моба-ферма. Давайте попробуем кого-нибудь схватить. Вот раз. И у меня кто-то попался. Это ведьма. Зачем это нужно? Ну, например, вы хотите куда-нибудь моба перенести. Давайте ради интереса я куда-нибудь там эту ведьму перенесу. Вот, например, сюда. Вот она у меня перенеслась с флакона. Кроме того, что очень здорово, здесь есть, соответственно, такие вот электрические спаунеры. Вот. Мы можем, например, попробовать сейчас сделать. Так, у меня есть какая-нибудь душа. Флакон, да, вот у меня здесь есть зомби. Да, еще, кстати, пока вот попалась на глаза, тоже классная штука из этого мода, это резервуар. Вот такой вот он делается 2 на 2, его можно там горизонтально размещать или вертикально. И если залить туда воду, он будет бесконечно ее генерить.
И дальше, видите, я вот откачиваю эту воду с помощью там жидкостной трубы из мода Applied Energetics в себе систему. Бесконечный источник воды, достаточно удобно. Так, вот флакончик, например, можно сюда опыт, и вот что-то у нас тут производится. Пожалуйста. Произвелся такой вот зомби Фрэнк. Он там нужен, соответственно, для дальнейших крафтов. Так, он нужен для киллера Джо. О нем я, пожалуй, расскажу в других следующих видео.